Водолеи, здравствуйте! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на неделю с 25 мая по 31 мая. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот отрезок времени. То есть это неделя, последняя неделя месяца мая, последняя неделя весны. Что она вам готовит? Напомню, что это расклад по дням недели, то есть на каждый день недели я достану по одной карте. Сначала это будут карты из основной колоды, затем из дополнительной, и мы смотрим на те комбинации карт, которые у вас получаются. Соответственно, стараемся их разобрать вместе с вами. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает водолеев, какие карты выпадут водолеям на следующую неделю. Неделя с 25 по 31 мая. Итак, водолеи. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта у вас карта принцесса мечей, паж мечей. Давайте посмотрим. Понедельник, да, принцесса мечей, рыцарь кубков, воздушная стихия, водная стихия, смесь логики и чувств. То есть вы стараетесь действовать, соответственно, по пажу мечей. Каким образом? Вы стараетесь разобраться в чем-то, что в вашей жизни происходит, что вселяет в вас много энтузиазма какого-то, вот стремления, да, потому что рыцарь кубков, он о скрытых намерениях, может быть, или состоянии внушения. То есть вы стараетесь разобраться во всех темных уголках. Да, стараетесь разобраться со всем непонятным, что может быть в вашей жизни. То есть что-то вас явно вдохновляет, воодушевляет, но вы боитесь каких-то обманов, нечестности, неправды, и, соответственно, потом семерка мечей тоже есть, да, боитесь лжи, предательства, поэтому вы пытаетесь со всем разобраться. То есть это наблюдатель, паж мечей — это наблюдатель, он оценивает ситуацию, он рассматривает, да, видя какой-то лакомый кусочек, лакомое какое-то предложение, он оценивает его, оно мне нужно, оно мне подходит или нет, то есть пытается разобраться со всеми деталями перед тем, как соглашаться на что-то или делать что-то. И это то, чем вы здесь заняты. То есть вы, рассматривая какую-то возможность, какой-то шанс, выгодный для вас может быть или очень интересный, который вас интересует, вы стараетесь действовать решительно, но при этом разобраться сначала, все разузнать, потому что этот рыцарь кубков, который здесь появляется, он для вас как знаете, какая-то золотая мечта такая, да, как этот принц, рыцарь на белом коне, который для кого-то вполне осязаем, а для кого-то только мечтаем, да, то есть кто-то мечтает о таком, у кого-то он есть, но неважно, то есть это что-то очень для вас интересное, лакомое, вам этого хочется, но вы боитесь какого-то подвоха, поэтому, может быть, это какая-то выгодная работа для вас или какое-то хорошее предложение, касающееся отношений, не знаю, или какие-то отношения, реально с кем-то знакомитесь, но вы, как знаете, новое знакомство, видите человека, видите хорошую картинку, но пытаетесь разобраться, насколько эта картинка соответствует внутреннему содержанию, как первое свидание, да. Потом идет семерка мечей. Эта карта может быть предательства и лжи, поэтому нужно быть осторожнее, но также семерка мечей, она еще и про самообман может говорить. Вы можете себя в чем-то обманывать. По семерке мечей вы можете столкнуться с какой-то ситуацией провала, да, рассчитывали на одно, получили другое. Как вариант такое может быть тоже. Поэтому нужно быть осторожнее. Да, здесь может быть и ложь во благо, как вариант. Но давайте посмотрим, какая дополнительная карта выпадет у вас на вторник. А дополнительная у вас девятка жезлов, желание оградить себя от обмана, оградить себя от предательства. То есть если раньше в вашей жизни был уже какой-то неприятный инцидент, там в отношениях, когда вас обманывали, вы стараетесь сейчас быть максимально осторожными и стараетесь выстраивать какой-то барьер между собой, допустим, потенциальными отношениями какими-то, и очень прицениваетесь, да, присматриваетесь.
Прежде всего, также вы можете здесь какой-то хитростью пытаться довести начатое дело до конца, то есть доделать что-то, над чем вы долгое время трудитесь, чтобы привести наконец-то к какому-то финальному завершению, но немножечко схитрив, то есть как-то вот, да, вот как-то с подковыкой такой поступив в отношении какого-то вопроса. Карта семерка мечей, то есть схитрить, да, возможно, предотвратить какую-то неприятность, поэтому и ложь во благо, то есть предотвратить какую-то неприятность, схитрив в чем-то. Девятка жезлов. Дальше туз пентаклей. Туз пентаклей очень материальная карта, она такая, пентакли показывает, тут еще и колесо фортуны, то есть удачные какие-то стечения обстоятельств, касающиеся заработка денег, которые дают вам чувство процветания, успешности. И по колесу фортуны это важное решение, возможно, касающееся денег, или важное решение, касающееся там, не знаю, каких-то ваших достижений, да, когда вы можете получить желаемое, приняв важное решение. Также удача на вашей стороне, чуть ли не какую-то лотерею можете выиграть тут. Дальше королева жезлов, огненная стихия. Здесь может быть и правда общение с огненным знаком. Это лев, овен, стрелец. И тут же рыцарь пентаклей земной, то есть девы, тельцы, козероги. Вы здесь по королеве жезлов скорее проявляете нацеленность на какой-то результат, где вы нацелены на успех, где вы очень активны, где вы строги к себе и к окружающим, где вы очень справедливы к себе и к окружающим, соответственно. И вы хотите достичь в чем-то хорошего результата своим трудом, своим умом, своей логикой. Но по рыцарю пентаклей понимаете, что не нужно торопить события, что все медленно, постепенно развивается, но вы уверены, что вам этого терпения и выдержки хватит, чтобы прийти к тому, что вы себе запланировали, надумали. Могут быть какие-то встречи, связанные с таким вот человеком, такой стихии. Дальше идет карта влюбленные, и это карта взаимоотношений, потому что это карта союза. Союз может быть любой. Это может касаться отношений в паре, может касаться отношений на работе, да, партнерских отношений, любых. Но тут семерка мечей, которая снова выпадает, вот она у вас уже была, мы на ней останавливались, и тут же она выпадает у вас в пятницу. То есть кто-то как будто бы хитрит, да, под покровом ночи, там украл птицу, перья, да, летят. В общем, здесь возможность столкнуться с тем, что в каких-то отношениях в паре вы можете почувствовать предательство, нечестность какую-то, что-то вот как будто бы вас пытаются за нос водить. Или, может быть, в партнерских отношениях на работе кто-то не совсем честен с вами. То есть какие-то договора, какие-то устные договоренности. А здесь нужно быть осторожнее, чтобы вас не обманули в каком-то вопросе. Ну и в целом, да, здесь может быть какой-то обман или нечестность со стороны близкого человека. Нужно быть тоже осторожнее. Дальше идет двойка пентаклей, карта желание баланс найти, но при этом много суеты, много дел, много задач в этот день может присутствовать. Вы по двойке пентаклей стараетесь успеть все, чтобы ничего из виду не упустить, не потерять равновесие, чтобы удержаться. Также стараетесь как-то правильно распределить свои финансы, наверное, так. И по десятке мечей это может как будто бы вызывать у вас утомление, усталость. Вы из-за этого можете стресс испытывать, что ой, столько нужно всего сделать, и это успеть, и то успеть, и как это все сделать в один день, соответственно, вы можете из-за этого переживать, из-за этого хаоса, который у вас происходит, и вас может расстраивать даже в какой-то момент такое обилие дел, и вы можете, эмоции как будто могут чередоваться от кардинально хороших, кардинально плохим, то есть такие качели эмоциональные. Дальше идет карта мир, карта завершения, успешного завершения чего-то или триумфального завершения, надеюсь, какого-то вопроса. И тут же четверка кубков. И вот тут интересно, потому что у вас по карте мир, которая сама по себе является завершением цикла, да, как будто бы завершение, вот подходит какой-то вопрос к концу, и вы можете себя освободить от какого-то бремени, может быть, освободить, завершить какой-то этап, потому что вы достигли уже финальной крайней точки. Но при этом четверка кубков показывает, что, знаете, вот как чего-то сильно хотели, а когда получили, понимаете, что это не так вам было сильно нужно, допустим. Или есть какая-то неуверенность, а точно ли это финал, да, или точно ли это то решение, да, или то успешное завершение, которое я хотела. Может быть, мне другого чего-то нужно было, да, по четверке кубков. Возможно, здесь вы чувствуете, что карта мир
Может предлагаться какой-то вариант, касающийся завершения, как закругления какого-то вопроса, а вы сомневаетесь, соглашаться или нет на него, принимать его или нет. То есть как будто бы думаете, что этот вариант не для вас. Или, может быть, вам такой вариант завершения не совсем подходит, потому что у вас есть чувство уныния, апатии, что в прошлом были какие-то большие потери или какое-то несоответствие, собственно, этого завершения вашим ожиданиям. То есть вы думали, что оно несколько иным будет. Возможно, поэтому по карте 4 кубков. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для водолеев мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.